Если вы думаете, что сейчас мы с вами находимся в какой-либо экзотической стране, то вы ошибаетесь. Мы с вами сейчас в Одессе. Уже лето, поэтому мы не можем вам не показать, как выглядит летом всем известная Аркадия в Одессе. Арку уже украсили цветами, и она стала гораздо красивее. И сразу хочется вам показать вот такое прекрасное растение, как роза. Она немного уже отцветает, но тем не менее просто супер. Смотрите, какие солонки и перечницы в этом заведении. Невозможно не обратить внимания. Мы вас всех приветствуем из Одессы. С вами канал «На позитиве» Ирина и Виктория. И сегодня мы вместе с вами прогуляемся по одному из самых туристических мест в Одессе. Это, конечно же, Аркадия. Кафешки все открыты, фонтаны работают, прогуливаются в основном девушки. Познакомиться в Одессе вы вряд ли с кем-то сможете, но зато приобретете золотистый загар. Идем дальше, посмотрим, какая атмосфера ближе к Ибице, к Итаке, может там больше людей. У нас часто достаточно спрашивали, есть ли в Одессе пальмы. Они у нас есть, но только в определенный промежуток времени, летом их высаживают вот здесь, на аллее в Аркадии. И они видно, что совсем, по ним видно, что совсем они плохо приживаются в этом месте, потому что в Одессе для них не совсем подходящий климат. А зимой эти пальмы переносят в торговые центры, и они там зимуют. Сейчас вам покажу ее ближе. Она, конечно, совсем такая несчастная. Видно, что ей здесь не очень хорошо, хотя здесь установлена система полива, и за ней действительно ухаживают. В Одессе действительно очень много мест, в которых можно вкусно покушать, и Аркадия не исключение. И они все отличаются между собой. Вот, допустим, Бенедикт – это заведение, в котором можно попробовать различные завтраки, которые подаются в разных странах мира. Это достаточно интересно. И таких заведений в Одессе много. Они отличаются все между собой. В Одессе они есть, рестораны есть и итальянские, и греческая кухня, и еврейская кухня, и украинская кухня. Голодными вы точно не останетесь. А это известный в Одессе ресторан «Чайка». И вот сколько его помню, он всегда был украшен красивой петунией. Видите, какая прелесть. Здесь можно ознакомиться с ценами в Аркадии. Допустим, возьмем, к примеру, ресторан «Чайка». Можно посмотреть, на что вы можете рассчитывать, посещая этот ресторан. Ну и посмотреть, что вкусного здесь можно съесть. Вот вторая пальмочка. И она тоже не такая, как в экзотических странах, но тем не менее она есть. В Аркадии установили такие качели, не просто лавки, можно посидеть еще и покататься. Не знаю, но судя по тому, что на них нету ни детей, ни взрослых, популярностью они не пользуются. Влюбленные парочки гуляют по Одессе, потому что Одесса – это романтический город. В любое время года, а летом так особенно. Сейчас такая ситуация в стране, в городе, что мужчину надо держать при прогулке обязательно за руку, потому что уведут прямо на центральной аллее.
Несмотря что на улицах Одессы сейчас действительно стало меньше людей, в Аркадии люди есть. Потому что куда летом все едут отдыхать? Конечно же, в Аркадию. До 2014 года Аркадийская аллея выглядела именно так, как на этих фотографиях. Видно, что она была очень зеленой, цветущей. Потом в 2014 году провелась ее реконструкция и открылась новая Аркадийская аллея. Многие жители города были с этим не согласны, и по сей день часто можно услышать, что раньше Аркадийская аллея была лучше. Летом все начинает играть яркими красками, поэтому гулять по Одессе становится еще приятнее. А это аквапарк в Одессе, и смотрите, как его экзотически украсили. Очень красиво смотрится. Покажем вам, постараемся передать вам немного аркадийского вайба, хотя бы через видео. Кто очень соскучился за летней Одессой, за Аркадией, кто сейчас живет за границей, или для тех, кто никогда не был в Одессе, но очень бы хотел посетить этот город, сегодня с нами вы можете сделать это виртуально и прогуляться по всем известной аллее. Спасибо. Видите, все в Одессе очень доброжелательные люди, и все передают зрителям привет. Сегодня видно, что в школе выпускные, и что все ходят подростки с ленточками. Когда нету тревог, нету взрывов, нету ракетной опасности в городе, то, гуляя по городу, можно подумать, как будто ничего и не происходит. Но, к сожалению, все-таки война продолжается, и об этом не нужно забывать. Поэтому, если вы приезжаете в Одессу, то будьте предельно осторожными. А вот еще одна одесская пальма. Но это уже немножко получше. Они будут встречаться нам на пути через всю аллею. В Аркадии можно и приодеться. Есть здесь и бутики с одеждой. Но в них скупаются в большинстве туристы. Потому что жители города знают, что все это есть в торговых центрах. Так, мы понимаем, что аквапарк уже открыт. Уже есть первые посетители. В основном это мамы с детьми, либо просто девчонки. В общем, лето начинается. Это все подсветочки, и когда заходит солнышко, они включаются, и здесь новая вечерняя невероятная атмосфера появляется. Сегодня в Одессе много влюбленных парочек гуляет. Боже, какая прелесть! И постепенно мы приближаемся, наверное, к самому известному месту в Аркадии. Это же, конечно, ночной клуб «Ибица», который знают не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. И не только в Украине, но и за границей. Клуб «Ибица» уже открылся. Еще 24 мая приезжал Дмитрий Монатик. И большое количество людей посетило открытие и его концерт.
кто-то просто прогуливается по Аркадии, ну а спортсменов никто не отменял. Они здесь и бегают, и ездят на велосипедах, и на роликах. Все как обычно. Здесь в Аркадии аж до Лонжерона можно заказать экскурсию, и проехаться на такой машинке стоит для взрослого 100 гривен за билетик. А вот еще один известный ночной клуб в Одессе, и называется он Итака, и он тоже уже открыт. И вот сидят голуби. Сейчас узнала, Итака еще ночной клуб не открылся, работает только пляж. И вот здесь есть объявление, если кто-то в поисках работы, то здесь есть предложение. Если мы уже подошли к морю, идем, подышим свежим морским одесским воздухом. Черноморский. Одесский воздух, да, он особенный, и об этом нужно помнить. Прохладный воздух. Кстати, прохладно, да, на центральной аллее не чувствуется, а здесь прям ветер. Ой, зато сегодня очень красивого цвета море. Ветер восточный, поэтому прохладный. Мужчины у нас уже немного пораздевались сегодня. Люди уже купаются, но уже лето. Можно считать, что пляжный сезон официально открыт. Если вам нужно большое количество пальм, то приходите в Ибицу. Их там много. Но они все такие одесские. Ну что, будем надеяться, что мы с Викторией в следующий раз придем в Аркадию уже конкретно на пляж, на море. Это очередь в аквапарк. Еще мало людей. Мы решили спросить, почем же вход в аквапарк Гавайи, чтобы сказать нашим зрителям, и все были в курсе. А вообще? А вот так выглядит вход в аквапарк Гавайи. Ой, смотрите, какая там внутри красота. В обычный день аквапарк стоит с 9 до 2 500, с 2 до 7 500, 550, а VIP 700 и 750 для взрослых, для одного человека. А сколько по времени? Ну, если с 9 до 2... А, с 9 до 2 все. 7, 5 часов получается. Ну, вот это ориентировочные цены. Смотрите, девушки в вечерних платьях, потому что сегодня выпускные. Ну что, если будет более-менее спокойная, нормальная обстановка, приглашаем всех в Одессу. У нас очень красиво, у нас все равно весело, и Одесса всегда ждет новых гостей. И из Украины, и из других стран. Спасибо, что остаетесь с нами. Если бы вы не знали, что мы находимся в Одессе, в Аркадии, можно было подумать, что мы на каких-то островах. У нас очень и очень красиво. До встречи в следующем видео. И Одесса красивая, и Украина у нас очень красивая. Надеемся, все будет хорошо.